Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем прокачивать Равика, да, павлинчика на 9 уровень. По жетонам вроде пока что все норм, но, мне кажется, на 12 все равно не хватит, на 11 вот точно должно хватить. Также там у нас в игру был добавлен скин новый на Раве. Он уже у меня в магазинчике есть, в принципе, стоит достаточно недорого, можно даже брать, но пока что не буду. Вот такой вот Тень Рави называется. Ниндзя, все дела. Не только хамелеон теперь у нас ниндзя, теперь и Павлин Рави у нас ниндзя будет. А ну-ка, давайте еще раз хвост его глянем. Давай, распуши. Во, сюрикен, это все дела. В общем, жесткий будет Павлин. Интересно, будут ли добавлены какие-нибудь анимации, потому что, в принципе, могут, это же разрабы. Опять же, узнаем это потом. А сегодня будем прокачивать Равика дальше. Тащить, как говорится, учиться играть на этой имбе, потому что мне все-таки кажется, что он будет имбой. Но это не точно. Очень не точно. Ну что же, берем 9 уровень. 60 жетонов тратим и 500 хпшечки нам закидывают. 4000 мы уже должны подойти по хпшке. Так, ну-ка, покажи мне хпшечку. Ладно, потом посмотрим. И по атрибутам. Открывается у нас еще один слот. Получаем, кстати, немного атрибутов, всего 2. Это лук-дробовик, но зато бонусов к урону очень много получим, потому что целых 3 бонуса. Из них на дробовик пойдет же 30%, если посмотреть. Ну и вот видите, 100. Я так понимаю, 150 или 200 будет на 11, и как раз не хватает мне еще буквально 200 жетончиков до 12 уровня. Ну, кстати, неплохой такой урон буст получается за 2000. Неплохо так. Уже 1300 бьем. И вот он, третий слотик, который позволяет нам теперь быть и подвижным, и жестким по дамагу, и все такое. Надеюсь. Но опять же, артефактов нормальных нету, как говорится. Будем играть с тем, что есть. О, инструмент. Кайф, да? Кайф. Предмет, который я никогда не возьму. Жалко, что нельзя выбирать, что я хочу больше. Было бы классно, если бы разрабы сделали типа выбор из того, что тебе более нужно. Ну, к примеру, выпадает там тебе 3 предмета или 4, и ты можешь из них выбрать, к примеру, 2. То есть было бы классно такое увидеть, но, к сожалению, такого нет. Итак, по предметам. У меня есть активный артефакт на подвижность, зубы вампира на выживаемость какую-нибудь. Есть, конечно, укол адреналина, полностью бесполезный, как по мне. И, возможно, мы сегодня будем играть, скорее всего, командные бои. Дефибриллятор, вот он, 4 уровня. Минута перезарядки. Как смешно. Ладно, берем ботинок, в общем. Будем сегодня выжимать с ботинка максимум. Хотя тут опять же тоже такой себе, но он хотя бы чаще можно его использовать за счет кустов и всего остального. Итак, лук и копье. Ну, для лука мы берем, конечно же, дальность, хотя 3%. 3%. Давайте все-таки дальность возьмем, будем подальше бахать. И дробовик. Для дробовика я обещал, что возьму перезарядку, поэтому берем ее, чтобы был какой-то баланс более-менее. Ну и с таким вот обвесом мы отправляемся в командные бои, да, потому что у них веселее хоть немножко. Ну и плюс можно Равика посмотреть, как он вообще играется. В плане того, что когда много противников, оно в принципе и в соло боях такое бывает, да, когда тебе просто с 3-4 сторон, там 5-6 противников могут начать душить, и ты такой, ага, понятно. Но бывает, ладно. Я только что заметил, что у меня в команде 4 зебры. 4! А чё так мало зебр? Зебры. А вас что так мало? Бахаем по Брюсу. Теперь он будет промахиваться. Ну ладно, понимаю. Зебра, может ты возьмешь? А как у него граната? А, у меня же гранат нет. Я же не зебра, логично. Откуда у меня может быть граната? Смотрите, сейчас Брюс. Гений на Брюсе здесь у нас бегает. Ой-ой-ой, а чё вы такие жесткие? А ну разошлись. Бежать, бежать, бежать. Мы, моя команда. Одна зебра тут, 3 там. Ай, вот я не понимаю, что так сложно кнопку нажать. Ну, о, смотрите, он резает меня. Невероятно. Он может резать. Интересно, он успеет мне резнуть или нет? Ну, как бы... Классные командные бои, ничего сказать не могу. Надо было идти в легкие. Или какие там соло-бои какие-нибудь пойти. Там бы хотя бы я бы так не умер. Ну, по крайней мере, я бы одного смог убить. Ну, не 5 же сразу, еще и 2 Брюса 5 уровня. Ну, почему у меня зебры просто взяли и убежали? Вот им просто нужно было стоять и нажимать кнопки. Даже делать ничего не надо, и там бы все умерло. Ну, нет, зачем? Ай, сложные ребята, как всегда, впрочем. Ладно, отправимся в следующий бой. Надеюсь, сейчас более-менее что-нибудь попадется, который хотя бы не будет убегать от противника. Ну, вот серьезно, заходит в командные бои, чтобы убегать. Ну, это вот, этот, как его... Относительно тех ребят, которые заходят в командные бои и играют с инструментами и просто сидят в бочке и в кустах. Гений, гений. Ох, Камилёш нам притягивает, у нас много чего. И тут противники, да ё-моё. И что будем делать? Так, ну бахаем, конечно. По кенгурушке попадаем. Что такой дерзкий?
Ну, чё не впритык подходит? Я впритык бахать не умею. Точнее, не могу. А этот сюда убежал, понятно. Ну, тут ботики. Я на них сейчас поставлю свою штуку, которая дает мне. Ну и, в принципе, залутали аптечки, нормас. Пингвин там быкует. Дерзкий пингвин. Не понимает вообще, что я тут 9 уровня как бы бегаю. У меня сандали святого есть, что я туплю? Ну, это я, конечно, это не поспоришь. Надо, кстати, не забывать, что все-таки не такая уж и долгая у меня возможность использовать сандали святого есть, поэтому нужно на это обращать внимание. Блин, как же мой хамелеон. Просто одним словом, хамелеон. Ладненько, погнали убивать дальше, пока моя команда там где-то не поумирала. Хотя они там вроде кого-то убили, молодцы. Но я им должен помочь. Забываю я постоянно про сандали святого, про... Что у меня там еще? Про ботинок. Ну, не могу я. Надо привыкать к этой игре, тогда будет норм это все использоваться. Пока, когда ты используешь это на одном персонаже, очень редко, ну максимум на 2, да, то и результат, конечно, будет от этого такой же. Ну, а пока что играем как есть. К чё противники убежали? Где они? Были же тут. Ну ничего, сейчас ботинка ускорюсь. Кстати, ускорение вроде не максимальное от ботинка. Что по времени, что по скорости. Хотя, может, по скорости там статичное, вот не помню точно. Так сказать, часто очень пользуюсь ботинком, поэтому логично, что не помню. Ну да ладно, что-то противники все сбежали. Это, конечно, напрягает. Ну ничего, мы их все равно идем. Как говорится, зона сблизится, и вы все равно вылезете. А вот и они. Вот и противнички. Надо по ним бахать. Бахаем, не стесняемся, как говорится. Что нам стесняться, правильно? Так, бахаем еще. И еще. Как они тут в меня попадают? Я в них бахнул. А чем мне активный навык долго перезаряжается? В смысле? А что они сделали с активным навыком? Да что ты, блин, бегаешь здесь, задолбал? Просто хамелеон пришел и бегает. Они, походу, активный навык КДшку увеличили. Или мне так кажется, просто во время боя. Что слишком как-то динамично все происходит. Точнее, слишком... Ну, слишком долго КДшится. Опять же, вот этот Никс, вот это вот все, то, что сейчас было, потому... Почему? Говорю, потому что Никс как бы был с другой командой, но он все равно нас душил в этой ситуации. Очень странно. Ладно. Мы, в принципе, всех победили, остался последний противник, не пойми где. Просто сейчас будем бегать, стрелять автокопьем. По идее, автокопье... Ну, как говорится, видите, вот автокопье найдет противника даже там, где ты его не видишь. Ну и победка. Застреляли мы всех. Ну, кстати, Брюс молодец, как-то 5 киллов набил. Интересно как. Ну да ладно, все равно команда молодцы, кнопочки нажимали. Это уже, как говорится, элита зубы по нынешним реалиям, да. Есть такое немножко. Ой, ну ладно, отправляемся дальше, в общем. Бустить фламинго. Конечно, по рейтингу идет все медленно, нудненько. Ну, что поделать. Потом добустим. То дело такое. Главное уровень качнуть. И первобытный инстинкт достать, чтобы наконец-то начать отражать весь урон, который может лететь издалека назад в противника. Это было бы очень круто. Так, ну... Кстати, вот странно, что вроде бы сколько там уже? 500 рейтинга, 600. Первый уровень попадается, очень странно. По идее, такого не должно быть. Но это есть. Ну и, конечно же, вот заметьте уже, сколько? Третий бой подряд. У противоположного склада есть боты, у меня нет. Как вам этот баланс? Нормально? Нормально, вот я думаю, что кайф баланс. Ой, как же бесит. Эти бегающие. Этот Никс, надо бака добивать. Ну теперь Никс уже не успеет забрать. Так, надо еще этого ботика убить быстренько. Отлично. А у нас еще была аптечка где-то? Странно. Откуда мы взяли одну аптечку? Может, хамелеон притянул и забрал у этих ребят? Скорее всего, так и было. Потому что я не заметил, что у бака была аптечка. А значит, все как я и сказал. Ну, первый уровень, как видите, очень командно играет. Ничего не скажешь. Ну, это, в принципе, ожидаемо. Возможно, даже бот. Потому что я, когда играл на тестовом сервере, там боты то 15-го, то 1-го, то 2-го. То есть у них какое-то странное распределение по уровню было. И это очень непонятно смотрелось. Итак, я знаю, что здесь где-то противник есть. Мы, конечно же, будем более-менее аккуратно против этого всего действовать. Бачок здесь быкует какой-то. 6-го уровня. На тебе. А куда ты бежишь? Ну, че он бежит? Бегун, блин. Ну, смотрите на дальность копья. Какой же это кайф. Да? Вот я думаю, что кайф. Я, конечно, меткий, не спорю. Да, блин. Лев, ты беги куда-нибудь уже. Поделись, куда ты бежишь, точнее. Вот он просто куда-то бежит, и ему вообще непонятно, куда он бежит. Куда он бежит, зачем он бежит. Ага, автокопье бахает сюда, значит противник здесь. Или то... Нет, противник, скорее всего, бежал, а просто бахает. Хотя оно может и по трупам бахать, непонятно.
Да, похоже, видите, на труп бахает. А нет, там Никс бегает. Вот видите, автокопье это вообще такая имба просто лютая. Смотрите, просто кидайте, и оно само знает, куда лететь. Это дико мощно. Особенно, когда ты на большой дистанции, или у тебя когда нет времени целиться, это просто топ-1. Что может случиться, это то, что копье иногда само по себе попадает. Даже вот без сводочки просто кидать и все. Ну, эта механика у нас в игре такая, что есть у каждого оружия автоатака. И даже если лук без сводки вот так вот бахнуть, с небольшим шансом, примерно там процентов 50, нет, меньше, процентов 20-30, наверное, то, что попадет куда надо. Вот видите, копье бахает, да? Ну, копье, ладно, оно более меткое в плане того, что просто там еще радиус как бы мешает, да? Но это специальный радиус сделали, если бы радиуса не было, было бы слишком имбово. Активный навык использовать, но они все убегают. Вот. Я бы сейчас мог их уже раздамажить, пока я использую свой активный навык. Понимаете, в чем прикол? Не всегда есть выгода его использовать. Кстати, видали, зубами отхилился вампиром. Это вот такие вот бонусы у фламингоса. Ой, до свидания. Ну, вот и победка. Изи. Я считаю, что изи. Но надо еще одну победку дожать, чтобы побольше рейтинга взять. Как бы уже на 600 выходим почти. Потихоньку. Но самое главное это вот добустить. Ну, кстати, да, 10 видите, 100, 11 200. Или 150, 12 200. Вот точно не помню. Хотя я буквально недавно качал волка, если что. Но 13 уже 400 стоит. У меня там на волка тоже пару жетонов не хватает. И самое интересное то, что мне на Никса до 15 уровня осталось 3 жетона. Ну вы понимаете, да? И они не падают. Это ужас просто. Я сейчас буду магазин постоянно чекать, там же выпадают эти жетоны, потом можно покупать их по одной штучке. Поэтому 3 штучки мы докупим и будем качать имбу. Просто люто качать имбу и имбовать. Потому что Никс это самое лучшее, что есть в этой игре. Ну, ладно, змея еще есть, конечно. Ну, у змеи нету подвижности прям такой жесткой, как у Никса. А все равно гад попал в меня гранатой. Ну ладно, то такое. Гранату можно простить. А вот сейчас бот, которому нет разницы, есть на нем первый активный навык твой или нету. Он все равно попадет. Это же бот, да. О, видите, как бы 100% попадания у ботов. Слабые боты. Ну, выходи уже, давай, бобер, что ты встал? О, тут копье хорошее лежит, надо пойти его забрать. Было бы неплохо. И, наверное, побахаем. Ну, хотя, вряд ли будем бахать. У нас тут Брюсик двигается, видите, 2 уровень. Более-менее мы сейчас играем командно. Ну, если что, они кого-то увидят, начнут стрелять хотя бы. Я надеюсь. Хотя первый жираф, второй... Ладно, первый жираф, второй Брюс. Там земля 7-я была, по идее, мы с ней должны затащить. Опять же, чекайте, как я использую ботинок из анализа светов. Практически никогда. Потому что забываю про них. Ну, ничего. Когда-нибудь настанет момент, когда... Возможно, разрабы что-то сделают с балансом по монетам или удешевят 4-й слот. И тогда можно будет нормально бахать по противникам. Так, бахаем. Бачка нужно тоже бахнуть. Я вот хочу просто сюда зайти. Панда здесь просто стоит. Ему вообще безразлично. Опа, даблкил. А? Как вам? Кидаем копье красиво. Кидаем красиво копье. Надо змею спасать. Почему? Потому что, ну, змея это сильный помощник. Она 7-го уровня. Она очень поможет, на самом деле. Так, змею я резнул. Ну, в принципе, кроме змеи здесь никого резать не нужно. По идее. Я там всех почти убил. Ну, хочется, конечно, резнуть там всех. Успею, да? Успел. Ну, практически. Ай! Не успел немножко. Я, короче, немножко засмотрелся. Ну, блин, ну что не умирают-то постоянно? Что за бесполезно? Хотя тут 10 сквада было, тут логично, что они будут умирать. Просто нужно сейчас красиво сделать все и не умереть. Я могу умереть. Так, хватит меня стрелять, задолбали уже. Ай, как же не бесит, вы не представляете. Я притык целиться особо не могу уже, да? Ну, смотрите, они меня даже под активным навыком убивают. Бесит. Люто бесит. Да куда дробовик вот сейчас бахнул? Вот. У меня слов нету по сравнению с моей командой. Эти гении это просто нечто. Так, залазим сразу сюда. Сразу делаем так, так и так. Бахаем.
И сейчас будем делать красивые мувы. Ну, я надеюсь, у меня получится красивые мувы. А там посмотрим. Опять же, у меня есть, конечно, возможность кидать неплохие штуки противника. Вот так вот делать красиво. Сейчас поставить капкан. Ну, кстати, видите, там черепах оказался глупый. Вот если бы он сейчас помогал им, ситуация была бы совсем по-другому. Совсем другая была ситуация бы. Домой. Вот такие вот дела, ребята. Вот так вот нагибаем. К сожалению, ну, вы сами видели, какая команда. Бегать вместе со мной они не могут. Зато умирать где-то в другом месте они могут. А я должен всех их резать, еще и всех убивать при этом, да? Как бы, а чё нет? Убитые сквада, резнуть 4 трупа. Изи же, да? Ай, вот такие вот дела у нас в командных боях. Весело, конечно, задорно. Побахать зато можно даблкиллы поделать, триплкиллы поделать, как я только что, да, копьем. Красиво, но иногда страдаешь от таких вот команд. Ну, такие дела. Все, не болейте. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, да. И опять же говорю, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.